Всем добрый день, меня зовут Яна, и вы на канале всебусики.ру. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, и сегодняшнее короткое видео будет посвящено кисточкам, а точнее ниткам, которые используются для изготовления кистей. А также в этом видео я покажу свой маленький лайфхак, интересное приспособление, которое я случайно для себя открыла. Оно позволяет отрезать кисточки идеально ровно. А еще я покажу несколько уже готовых кисточек, которые я делаю сама. В нашем обзоре будут представлены 3 вида ниток. Это вышивальные нитки 100% вискозы. Многие отдают предпочтение ниткам из полиэстера, но я уже давно отдала свой голос за ниточки из вискозы. И кисточки делаю в основном именно из вискозы. Первые ниточки это нитки Доли. Производство Индия. Их проще всего купить в магазинах швейной фурнитуры. Стоимость их невысока. В Краснодаре их можно найти в среднем за 90 рублей. В бобине 500 метров. Цветовая гамма их достаточно широкая. Есть из чего выбрать. Лично я делаю в основном сережки именно из этих ниток. У этих ниток есть свои минусы. Например, некоторые цвета такой ниточки очень сильно кудрявятся. То есть ниточки неровные и при намотке часто путаются. Возможно, это связано со слабым скручиванием самой нити. Также часто попадаются узелочки на нитке. Бывает, что в одной бобине их достаточно много. Вот, например, в таком цвете они встречаются чаще всего. Это изумрудный цвет. Но опять же, еще раз повторюсь, что излишняя пушистость и кудрявость этих ниток встречается только в нескольких цветах и может отличаться от партии к партии. Вот кисточка из этих ниток. Я делаю кисточки на 700 оборотов. Да, я действительно считаю каждый виток. Мне очень важно, чтобы кисточки были одинаковые. И считать витки мне не надоедает, а чаще всего успокаивает и расслабляет. Кисточки на 700 оборотов получаются очень объемные, пушистые. Так выглядит уже готовая кисточка, отпаренная и подрезанная. А вот как выглядит кисточка, которая еще не обработанная паром. Она очень кудрявая, и времени на выпрямление требуется больше, чем с другими нитками. С одной такой бобинки получается 2 пары кистей намоткой 700 оборотов. То есть цена одной пары получается в районе 45 рублей. Следующие нитки производства Китай. Называются они Шаньфа. Вот здесь имеется это название. Рассмотреть его сложно, отсвечивает. Намотка такой бобины по информации производителя 2750 метров. Она достаточно большая, ниток на ней много. Стоит такой моток 120 рублей. Эти нитки гораздо тоньше, чем предыдущие. При намотке 700 оборотов кисточка получается немного тоньше, чем из Доли. Она менее пушистая, но она более ровная и гладкая. По ощущениям очень мягкая. Вот можно сравнить. Это ниточки Доли, это ниточки Шаньфа. По верхнему кончику также видно, что они немного разного размера. Но по внешнему виду они не сильно отличаются и не особо заметна их разница. После намотки они меньше кудрявятся и закручиваются. Вот как выглядит еще не обработанная кисточка. В моем городе представлена очень ограниченная цветовая гамма, но, возможно, я плохо искала. С такой большой бобины получится около 11 пар кисточек, и стоимость каждой пары будет примерно 11 рублей, что значительно выгоднее предыдущих ниток. И последний на сегодня образец – это нитки Мадейра, производство Германия.
В своем городе я их не нашла, поэтому заказывала через интернет, и бобина мне обошлась в 290 рублей. Эти ниточки номер 40, намотка их 1000 метров. Нитки очень нежные, мягкие на ощупь, они шелковистые. И кисточка на 700 оборотов, также чуть меньше, чем первый вариант. И по толщине, и по густоте. После намотки она практически не кудрявится. То есть вот так выглядит еще не обработанная кисточка. И она выпрямляется даже под воздействием тепла рук. То есть если ее в руках повыпрямлять, то она станет достаточно ровная даже от тепла рук. Но опять же, я все равно выпрямляю все это паром, потому что под воздействием пара кисточки становятся совершенно идеальными. Цветовая гамма у них очень большая и разнообразная, но, к сожалению, через интернет покупать достаточно сложно, потому что цвета не соответствуют ни картинкам на сайте, ни палитрам, которые я находила. А черного цвета я вообще не нашла, сколько бы ни искала. По себестоимости эти кисточки получаются самыми дорогими из всех наших вариантов. Из такой катушки получится около 4 пар кистей, и цена за одну пару составит в среднем 73 рубля. Вот как эти кисточки выглядят в сравнении. Это ниточки Долли, это ниточки Шаньфа и Мадейра. По пушистости они не сильно отличаются друг от друга, но если мы возьмем в руки и попробуем на ощупь, то вот эти ниточки, они наименьшей толщины получается кисточка. Эти кисточки тоже выглядят примерно одинаковые по густоте, но если сравнить верхушки, то вот эта верхушка все же окажется побольше. Теперь я покажу, чем и как я равняю край кисточек, а про ниточки на сегодня все. Выбор остается за вами. Итак, в магазинах электротоваров, стройматериалов или на радиорынках продаются термоусадочные трубки. Они предназначены для изоляции проводов. Она бывает разных цветов и диаметра. Но я использую прозрачную термоусадочную трубку, ширина ее 1,7 см. Для меня эта трубка стала идеальным решением в выравнивании края кисти. В этих трубочках также их удобно хранить, либо пересылать по почте. Эти трубки продаются метражом, то есть отрезками по 1 метру, и стоит такая трубка 28 рублей за метр. Я отрезаю часть трубочки, которая мне нужна. В данном случае это 6,5 сантиметров мои кисточки. Помещаю туда уже отпаренную кисточку, готовую к обрезанию. Да, то есть двигаю до самого верха. Вот так. И лишнюю часть я отрезаю лезвием. Далее кисточку можно оставить в таком виде и хранить ее до того момента, как она вам понадобится. Либо вытащить ее оттуда и приступить к сборке серег. Теперь такие трубочки для меня, конечно, незаменимы. Я делаю кисточки и на продажу, делаю серьги-кисточки и храню заготовки в таких трубочках. И если отправляю их по почте, то кисточки доходят в целости и сохранности, надежно зафиксированы и не мнутся. В таких же примерно трубочках можно купить эти кисточки и в магазинах, и заказать их из Китая. То есть для меня это просто потрясающая находка. Меня часто просят показать украшения, которые я делаю. И вот сегодня как раз тот самый момент, когда можно похвастаться и своими украшениями, и показать, как кисточки выглядят уже в готовом изделии. Есть еще один вариант подобных серег. Они без подвесок и в другой цветовой гамме. Вот эти серьги я использовала с ниточками Долли.
Эти ниточки без каких-либо декоративных элементов ручной работы, а просто с использованием ювелирной фурнитуры. Это нитки Мадейра, они более шелковистые, ну и выглядит, конечно, идеально. Здесь увеличена намотка, если я не ошибаюсь, здесь 900 оборотов. Вот такого варианта серьги. Также с ювелирной фурнитуры, с жемчугом Сваровски. Это ниточки Долли. И еще один вариант таких простых сережек с использованием кисточек. Здесь я делала другую верхушку. То есть верх ниточек собран немного по-другому. Есть такое, получается, углубление для того, чтобы бусинки намного лучше фиксировались. На этом на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, оно было интересным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Пока-пока!